Всем привет! Сегодня приготовим настоящую кулинарную находку. Всего 15 минут и у вас на столе сочный, хрустящий и очень вкусный рулет. Это именно тот рецепт, который стоит попробовать. У перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. Верхнюю и нижнюю часть тоже нарезаем кубиками. Кладем в миску. Один огурец также режем кубиками. Добавляем в миску к перцу. 2 помидора среднего размера нарезаем кубиками. Тоже кладем в миску. Сюда же добавляем 1 банку консервированной кукурузы. 1 баночку тунца в масле немного разминаем на более мелкие части. Тунец делает закуску сытной и вкусной. А чем вы бы его заменили? Курицей, крабовыми палочками или может у вас есть свой секретный ингредиент? Поделитесь своим мнением в комментариях. 1 небольшую луковицу нарезаем кубиками. Тоже добавляем в миску. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Добавляем 180 грамм крем-сыра. Все перемешиваем. За счет сока из овощей сыр станет мягче и легко распределится по овощам. А чем вы бы заправили такую начинку? Напишите, будет интересно почитать. Берем лист лаваша и разрезаем его на 2 части. На каждый лист лаваша выкладываем начинку. Подворачиваем лаваш по бокам и скручиваем в рулет. Из этого количества начинки у меня получилось 6 таких рулетов из лаваша с начинкой. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем закуску. Обжариваем до румяности сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону и тоже обжариваем до румяной корочки. Готовую закуску выкладываем на блюдо и подаем на стол в теплом виде. Закуска из лаваша с овощами и тунцом получилась очень вкусной, сочной и сытной. Готовится она просто и достаточно быстро. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Обязательно ее приготовьте и поделитесь своим впечатлением. Также у меня на канале есть и другие рецепты легких блюд. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим очень вкусный ужин. Приготовление простое и замешивать тесто не нужно. 1 луковицу трем на мелкой терке. Также лук можно мелко нарезать ножом. Измельчаем ножом пучок зелени. Я использую петрушку и укроп. Берем 600 грамм фарша. Я взяла свино-говяжий фарш. К нему добавляем тертый лук и нарезанную зелень. Все солим и перчим черным молотым перцем. Хорошо перемешиваем. Если фарш сухой, то в него можно добавить немного воды. На столе расстилаем лист лаваша. Выкладываем на него половину подготовленного фарша. Равномерно распределяем его по всему лавашу. Размер лаваша 45 на 35 сантиметров. Все сворачиваем в рулет. Точно так же подготавливаем и второй лаваш с мясом. Рулет разрезаем на части, которые поместятся в форму для выпечки.
Я разрезала каждый рулет на 3 примерно одинаковые части. Готовим овощную пассировку. Одну большую луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Помидоры нарезаем пластинками, а затем кубиками. Я использую 5 помидоров черри. Если брать обычные помидоры, то будет достаточно 2 штук. На сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук 2-3 минуты. Добавляем тертую морковь. Пассируем еще 2-3 минуты. И последними добавляем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Вместо помидоров можно использовать томатную пасту. Овощи готовы, снимаем с огня. В форму для выпечки выкладываем примерно половину овощей. Распределяем их по дну формы. Выкладываем все рулетики с фаршем. Сверху равномерно выкладываем овощную пассировку. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 45 минут. Блюдо готово. Выкладываем его на тарелку и подаем на стол. Ужин из лаваша с фаршем получился очень вкусный и сытный. Готовится просто, и с его приготовлением справится каждый. Следующим приготовим очень вкусный ужин на сковороде. Готовится несложно и продукты самые доступные. Он прекрасно подходит для летних и осенних дней, когда все овощи по сезону. Четыре средних картофелины нарезаем пластинками толщиной около 1 см. А затем режем небольшими кубиками. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем подготовленный картофель. Обжариваем на среднем огне, периодически перемешивая. Пока жарится картофель, подготовим остальные ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. У сладкого перца вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем кубиками. Понадобится 1 перец. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Всего понадобится 4-5 помидоров в зависимости от размера. Картошка уже готова. Снимаем ее со сковороды на тарелку. В сковороду насыпаем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Затем сюда же добавляем подготовленный перец. Готовим с луком примерно 1-2 минуты, периодически перемешивая. Следующими в сковороду добавляем помидоры. Перемешиваем и готовим на среднем огне еще примерно 2-3 минуты. К овощам добавляем ранее подготовленный картофель. Все перемешиваем. Делаем небольшие углубления в 4 местах на сковороде. В эти углубления разбиваем 4 яйца.
Все солим. Перчим черным молотым перцем. Сковороду накрываем крышкой и готовим на огне чуть меньше среднего до готовности яиц. Пучок укропа измельчаем ножом. Яйца уже приготовились. Блюдо посыпаем подготовленным укропом. Ужин готов, можно подавать на стол. Ужин с овощами и яйцами получился очень вкусным и сытным. Готовится просто и достаточно быстро. Яйца прекрасно сочетаются с овощами. Обязательно его приготовьте, не пожалеете.